Четвертый. Крик Дил похож на клоунаду, но ведь по глазам видно, что она действительно безумно рада тому, что у нее уже есть крохотная дочка, которой уже можно давать имя, с которой уже можно разговаривать, которую уже можно воспитывать, вот только потрогать еще нельзя. Родительский инстинкт один из самых сильных, и он так ярко проявляется не только в перинатальный период. Фотограф Кен Хейман в 1971 году снял на детской площадке 3 подружек. Очевидно, что девочки даже не играют во взрослых, они просто повторяют за своими мамами жесты, мимику, манеры. И разве что подогнутая нога одной из героинь свидетельствует о ее детской непосредственности и той энергетической буре, которая бушует в ней. Но прикольная фотография не только эти. Видно, как все 3 малолетние богини уже ощущают себя родительницами. Они знают свое предназначение. И, пожалуй, готовы сменить пупсов на настоящих крапов. Ловить отношения родителей и детей – вечная и благодарная тема фотографий. Но на самом деле в истории существует не так много снимков, где фотографы запечатлевали бы своих родителей. Все-таки проявлять собственные чувства гораздо страшнее, чем поглядывать. Наш гениальный соотечественник Александр Родченко в 1924 году сделал такую работу. Фотограф-конструктивист, который являл в своих кадрах удивительные ракурсы, незабываемую экспрессию, идеальные композиции. Человек, который перевернул фотомир, как Эйзенштейн кино, Родченко и в этой работе остался верен себе. Самый крупный план. Портрет как будто бы с трудом влезает в рамку. Контраст темного платка, повязанного вокруг головы, и белого с тяжелыми складками лица. Гениальный штрих перевернутых очков. Все, буквально все выдает в нем гениального автора. И, конечно, на портрете есть личное отношение, которое и делает этот снимок живым и теплым. И отношение Родченко к матери здесь читается без всяких авангардистских приемов. Ведь чтобы адекватно передавать свои чувства, мало быть репортером, нужно быть еще художником. Представленные снимки капля в море из всего заснятого на заданную тему материала. И такое обилие классных фотоснимков неудивительно. Ведь правильное отношение родителей и детей чуть ли не единственная опора, способная удержать мир от самых различных безумств. У рассказчика всегда есть различные приемы, инструменты и фокусы, чтобы произвести впечатление на аудиторию. Одним из таких я сейчас воспользуюсь и закончу то, чем началась эта история. Итак, 1, 2, 3.
people say and give me love. I pour madly out of muscle and blood, skin and bone. I'm редко, когда на одной фотографии можно заметить, как одна эпоха сменяет другую. Снимок Поля Ваткиса, наверное, и получил Пулитцеровскую премию, что именно на нем проступает нечто неуловимое. Фотографии называется «Двое мужчин с проблемой». Рядом, плечом к плечу идут два офицера, два президента, две легенды, собственно, две эпохи. Джон Кеннеди и Дуайт Эйзенхауэр. В руках у последнего твердая фетровая шляпа по моде 50-х годов. Такую же носил многолетний министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Легендарный мистер Нет. Американские президенты идут чуть наклонившись, преодолевая подъем. Тот, что помоложе, ссутулился, засунул руки в карманы. Тот, что постарше, с безупречной военной выправкой. И что удивительно, одного взгляда достаточно, чтобы понять, кто из них из эпохи Битлз, расовых беспорядков, Вьетнама, и кто из времен Великой войны, благостных поместий с черной прислугой и вечным вопросом, стоит ли бросать атомную бомбу на Москву. Феномен Кеннеди сложно объяснить. И он стал мифом не потому, что так трагически погиб в Далласе, а его популярность сильно превосходила его результаты его реальной деятельности. Когда в 1961 году Никита Хрущев впервые встретился с только что избранным американским президентом, у него сложилось стойкое впечатление, что его визави слабак. И он так прямо и заявлял своим коллегам по политбюро. И вряд ли ошибался. Судите сами. Кеннеди не знал, что делать с Кастро. Зачем-то ввел войска в Вьетнам. По большому счету, он проиграл Карибский кризис тому же Хрущеву. Ведь чтобы убрать ракеты, советские ракеты с Кубы, американцам пришлось согласиться на вывод стратегической авиации из Турции. Ничуть не лучше дела обстояли и внутри самих Штатов. Кеннеди плохо управлял гигантами предыдущей эпохи, которые прошли несколько войн, переделали под себя пол Европы, Японию, без дрожи приняли вызов Сталина. Эти люди, оккупировавшие ЦРУ, ФБР, Госдеп, так никогда и не приняли Кеннеди. Они были по-другому воспитаны. Их раздражали его бесконечные романы с бывшими любовницами лидеров мафии и кинозвездами. Они никогда не приняли отца Кеннеди, считая его выскочкой, а уж младших отпрысков клана определяли даже не слабаками. Роберт и Джон для них были ошибкой демократии. Людьми, которые по своей катастрофической неготовности могли разрушить великий труд десятилетия. И, надо сказать, они имели право так думать. Но грядущие перемены уже не могло остановить убийство президента. И именно в начале 60-х годов Америка встала на путь политкорректности. И неудачник Кеннеди этому соответствовал. Он всегда выглядел победителем в глазах общественного мнения. Он лучше всех понимал значение газетных статей и фотографий собственных детей. Уговорив того же Хрущева промолчать о выводе баз с Турции, он остался в памяти не проигравшим, но выигравшим Карибский кризис. И, наконец, Джон Кеннеди, первый правитель эпохи телевидения. Он, собственно, и стал президентом благодаря первым в мире теледебатам. Готовы к теледебатам были Никсон и Кеннеди одинаково, но Кеннеди лучше смотрелся по телевизору. И загадка Кеннеди не в том, кто его убил. Круг этих людей понятен. Они были настоящие патриоты, не желавшие мириться, что привычный порядок вещей должен меняться. Загадка Кеннеди, почему именно он своей жизнью
как и своей смертью, стал тем символом необходимых перемен, что его и сейчас можно принять за старшего брата Клинтона или Блэра, а то и Обамы. И как появляются люди-символы, так ярко отражающие эпоху, пережить которую им, как правило, не удается. Ведь тот же генерал Эйзенхауэр, который воздвиг антикоммунистический вал и в то же время не дал скатиться Америке к черной реакции, так никогда и не стал великим президентом. Он остался командующим Западным фронтом. На втором снимке Эллиота Ирвита похороны Джона Кеннеди. Жаклин, ставшая частью мифа, держит сложенный звездно-полосатый флаг, переданный ей командующим почетного караула. Рядом грустный Роберт. Он уже понимает, что эти похороны не последние. А дальше убийство Мартина Лютера Кинга, самого Роберта Кеннеди. Великие старики сопротивлялись как могли. Да и как можно было остановиться после убийства собственного президента? Великие идеалы и сохранность собственной шкуры требовали все новых жертв. Уже совершенно бессмысленных, ведь Вьетнам набирал оборот. Антивоенные марши на Вашингтон не утихали, страна продолжала меняться. Но на самом деле необратимый перелом наступил тогда, когда Эйзенхауэр, прогуливаясь по вымощенным дорожкам Кэмп-Дэвида, тихо передал дела своему преемнику. Поговорим еще о политике. Что отличает политика от обычного человека? И что нужно делать, чтобы успешно нести этот крест? Ведь вот почему вроде умный человек, а не может управлять государством, а казалось бы, менее подготовленный может.